Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Death and Texas. Я немножечко что? Ого, что это такое? Выпускающий редактор The Daily Moon утонул в речке. Местный мафиози, за чьим сыном в последнее время следил этот журналист, искренне сожалеет о трагедии. Окей. Так, тут что? А тут что? Деньга. А если на ребро упадет? Пусть падает на ребро. А можно мне? Ну, мало ли, вдруг может упасть на ребро. Было бы смешно. Ну ладно, нет, так нет. Ну, делай свою работу. Утро доброе, жнец. Ох, с кого-то я сегодня 3 шкуры спущу. Что ты натворила, а? Я тебя спрашиваю. Я сверился с данными, и из-за тебя в мире полный бардак. В смысле? В смысле, на приколе или что? Я делаю все, что ты говоришь. Указание на день. 7 человек должны умереть. Убей минимум 2 человека, чья работа связана с религией. Пощади всех пенсионеров, если получится. В общем, не трать время зря. Работа рок. 7 человек должны умереть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А это что вообще такое? Что это? Почему он красный? Что? Почему он красный? Убей 7 человек. Всех пенсионеров пощади. 2 человека убить, связанных с религией. Пенсионеры. Тут один пенсионер, вот. Ну, я его пощажу просто сразу. Давайте хотя бы прочитаем про него. Лукас. Спокойная жизнь, любящая жена, 3 детей и 7 внуков. Жизнь этого человека сложилась на редко счастливая. Этот человек имеет нестандартную сексуальную ориентацию, но все же мог обрести любовь и счастье, хотя это было и трудно. Родные и близкие гордятся Лукасом. Что-то я не поняла, какую-то нестандартную. Как? Это, типа, что это? Любящая жена Лукаса. Что за нестандартное? Ладно. Окей. Хорошо. Лукас, молодец. Живи. Ты живешь. Это почему-то красное, пусть пока лежит. 7 человек должно умереть. 3, 4, 5. Ну все остальные, получается, умирают. Почему он красный, не понимаю. Студент. Михаил ведет аккаунт под ником, где от имени своей кошки публикует обзоры на книги. В ближайшем будущем на канале появится еще одна кошка с обзорами на статьи. Михаил живет в одиночестве и ни капли из этого не парится. Мне очень жаль. Подожди, но ведь кошки останутся одни, если я его убью. Я не могу этого сделать. Окей. Ладно. Могу, не могу, а надо. Так бы, да? Короче. Давай, 7 человек. Я делаю, потому что я должна. Я решила идти как? Я решила выполнять свою работу полностью. 3, 4, 5, 6. Это 7 был бы. Эзра. 40 лет министр сельского хозяйства. Агро и аквакультуры. Занимает пост по блату и ни черта не смыслит в том, как управлять своим министерством. Работу не любит и предпочитает тусить в ночных клубах со своими прихлебателями и друзьями из высших эшелонов власти. Благодаря тому и держится. Комбез тебе. Анна фон Вульфенштейн, 48, судья. Анна работает судьей уже 20 лет и очень любит... Показалось. И очень любит свое дело. Но стремление вершить правосудие тут ни при чем. Просто Анна упивается властью, которую дает должность судьи. Вот и все. Этот человек обожает власть и влияние. Пока. К сожалению. Ултер. 66, алхимик. Десятилетиями этот алхимик пытался превратить ртуть в золото, но ничего не добился и решил обратить свой талант на благо медицины. В тиши лаборатории Ултер смешивает соединение серы и хлора, чтобы потом продавать получившиеся пилюли как лекарство от всего. Сера и хлор? Ты что-то мне врешь. Сектант. Слава откровению, вопит Грэхэм. Правая рука лидера Дороги Славы, Святого Меркурия и Анна. О прошлом этого человека известно лишь то, что он был в секте с первых дней ее основания. Говорят, что Грэхэм исполняет роль серва-кардинала и на самом деле руководит сектой.
Ну, уже не руководит, значит. Бальтазар. Ого, Бальтазар, это что, мы в этом? ТБГ? Бывший актер. В юности этот человек снялся в ряде популярных фильмов, которые впоследствии в пух и прах разнесли критики. Не выдержав насмешек, актер решил доказать миру, что он на что-то годен, но повредился умом и начал пить и колоться наркотиками. Потом актера нашел Святой Меркурий и затащил в сети жуткого культа Путь Славы. Амбетство тоже. Что это такое? Михай Батар. Почтовый клерк, 40 лет. Будучи примерным ответственным работником, Михай... Слушай, нет, да, я к тебе обращаюсь. У тебя что, совсем нет свободы воли? Сидишь тут за своей конторкой, ты последуешь приказам. Пора нарушать правила. Я хочу, чтобы все эти люди сегодня умерли. Все, убей их и докажи, что ты не тряпка. Нет. Нет, я сделаю все как надо. Ну вот, я готова. Да. Я не убила всех. Ха-ха. Когда вы входите, кошка лежит на спинке. Она перебирает лапками так, словно играет с невидимым клубочком. Внезапно она замечает вас, ее глаза хитро поблескивают. Кошка не отводит от вас взгляда, слегка машет хвостиком. Похоже, она довольна. Сегодня все было хорошо, наверное, я даже немного горжусь собой. Я бы не отвечала первое. Да, погибло столько людей, это было ужасно, потому что нас создали как жнеца, не знаю, с целью конкретно этой работы, и предположим, что в этом мире у нас есть просто предположим, что в том мире это все-таки происходит, а иначе будет какой-то беспредел, например, да? А меня создали из говна и палок, ну ладно, из лимона и черепа вроде, но неважно, почти одно и то же. И я должна делать свою работу. Я делаю свою работу хорошо, я следую всем правилам, я считаю, что я все делаю хорошо, и я горжусь собой. Так. Леди Мурсингтон сидит и смотрит, она не издает ни звука, но в кошачьих глазах вы читаете немой укор. В смысле, укор, слышишь? А почему? По-твоему, это я заварил всю кашу? Кошка продолжает молчать. Но как? Я не мог такого натворить, я четко выполнял инструкции. Кошка медленно поворачивает голову вправо. Не смотри на меня так, я хороший работник. Голову влево. Я должен связаться с Роком, мне нужны ответы. Кошка бросает взгляд на странный телефонный аппарат, а затем медленно качает головой, похоже, это значит нет. Как знаешь. Нет, как некрасиво. Кошка медленно демонстративно поворачивается к вам хвостом, похоже, вы можете быть свободны. Ну не надо. Я делаю все, что мне сказано. This port offers the best trade in the universe. Мрачный плащ. Этот черный плащ идеально подходит для разного рода мрачных дел. В нем тепло, и он защищает от непогоды. Не то чтобы вам это когда-нибудь понадобится, все равно вас не выпустят из канцелярии. Плащ скорби. Кактус. Кактус. Это кактус самое брутальное из растений. Почему тут название кактус? Ну, пофиг. У меня денег нет. Я вообще деньги коплю на вот это. На примерочную. Для зеркала, точнее. Бывший актер найден мертвым в ходе рейда полиции на базу культа Путь Славы. Причина смерти — передозировка наркотиками. Адепты Пути Славы совершили массовое... По приказу Святого Меркурия вся коммуна ввела себе смертельную дозу снотворного. Алхимик найден мертвым в своей лаборатории, и бедняга задохнулся ядовитыми парами. Житель города создал группу поддержки для стариков, неуверенных в своих сексуальных предпочтениях. Прогулки по дикой природе бывают опасны. Местного студента сел горный лев. Вот так вот, открой мне. Хаюшки, жнец, в удивительном мире мы живем. Даже не представляешь, чему я стал свидетелем, да. А ты вчера натворил дел. И сегодня мы будем все исправлять. Придется убить кучу народа, дабы все получилось. А как иначе? Указания на день. 3 человека должны умереть. Пощади всех, кто работает в правовой сфере. Правовой сфере, окей. Правовой сфере, ладно. Нашими действиями руководит странная, дикая логика. И все же это логика.
3 человека на смерть. Пощадить всех, кто работает в правовой сфере. Давай тогда сразу начнем с правовой сферы. Управляющая тюрьмой. Это правовая сфера? Я думаю, да. Секретный агент. Вряд ли. Мошенник-интеллектуал. Вряд ли. Священник. Тоже вряд ли. Аквафермер. Тоже вряд ли. Офицер полиции. Правовая. Вот эти вот двое, скорее всего, пощадятся. Мне нужно в правовой сфере. Секретный агент, возможно, тоже в правовой сфере. Не знаю, возможно. Тогда вот эти трое остаются на смерть. Давай посмотрим. Так. Тейн Рид, 37, аквафермер. Тейн выращивает морские растения, в основном разные микроводоросли. Рыба, моллюски и прочие годы не интересуют Тейт от слова совсем, и лишь водоросли заставляют сердце Тейта учащенно биться. В конце концов, у водорослей есть масса применений в хозяйстве. Вот, раз. Эпиль Банёй. Окей. Священник. В 19 этот человек пошел учиться на кафедру богословия. Зачем? Да ради хайпа. Получив диплом, этот человек забавы ради выбрал карьеру священника, даже не искал уважения коллег. В конце концов, сей XXX беспристрастен и может дать непредвзятый совет за лучшим душем, объясняют они. Хреново. Ему. Не мне. Абу Аль-Филани. 35, мошенник-интеллектуал. Будучи подростком, этот человек проявил прекрасные задатки художника. В какой-то момент нынешняя профессия Абу с этим связана. Абу умеет подделывать все от редких картин до банкнот. Последний Абу рисует мастерски. Так. Секретная агентка. Мелисса из бюро сельскохозразведки мечтает стать телохранительницей в администрации президента. А как же овощи, интересуются коллеги? Овощи возражать не будут, ухмыляется в ответ Мелисса. Однажды она была двойной агенткой на службе 2 картофельных магнатов. Ладно. Anyway, я 3 уже убила. Амира, управляющая тюрьмой. Амира принуждает заключенных к... Офигеть. Есть даже тайный ребенок. И крышует поставки наркотиков в тюрьму. Еще Амира форсирует национальный проект по сокращению издержек пенитенциарной системе, согласно которому весь тюремный персонал должен заменить роботы. Я буду выполнять все как надо. Робин Могиленко. Пофиг мне. Офицер полиции. Мрачный, угрюмый, деспотичный. Именно так записано в личном деле офицера Могиленко. Неплохо ладит с коллегами по работе, но часто конфликтует с начальством. Кроме того, психологи характеризуют его как человека, склонного к крайней подозрительности. Ладно, если бы я не выполняла все эти задания, то я бы выбрала другие варианты, но я их выполняю, поэтому мы будем делать так. Похоже, кошка спит тихонько, помуркивая время от времени. Эй, кис-кис, пора подводить итоги дня. Стоп-конкет ждет на столе, чуть помедлив, кошка лениво обнюхивает бумаги. Кошка бегло изучает бумаги, затем поворачивается к вам хвостом, кажется, она довольна. Я могу тебя кое о чем спросить? Кошка пристально на вас смотрит, медленно моргая большими глазами. Что ты думаешь о Роке? Мелодично мяукает. Кошка озадаченно на вас смотрит. А что ты думаешь о смерти? Кошка отряхивается, чтобы не значил этот жест, расшифровать его значение не представляется возможным. Как ты относишься к современной системе налогообложения? Я о том, что они облагают налогами бедных, богатым дают послабления и вычеты, но они ведь и так богаты. Кошка глядит на вас в полном недоумении. Долой зажравшихся богачей, отнять и поделить. Не будь налогов, у меня вместо подушки был бы мешок с банкнотами. В итоге бедные беднеют, богатые богатеют, даже если сперва и было какое-то подобие равенства. Кошка шуршит бумажками, выражая полнейшее безразличие. Эта система такая, какая угодно, но только не сбалансированная. Вот почему все заканчивается олигархией. Я рад, что ты со мной согласна, киса. Кошка начинает засыпать и помуркивает. Что ж, мурчание — знак согласия, разве нет? Спасибо за развернутый ответ, я пойду. Сворачивается клубочком, возвращается ко сну. Она явно не хочет, чтобы ей мешали. Ahoy, matey! What can old Mortimer offer ye today?
Ушки! Пара миленьких кошачьих ушек. Все кошки будут от вас без ума. Но снимать с ними экранизацию популярного мюзикла не стоит. Так себе идея. Я вот это хочу, миленькие ушки. Ладно. Ладно, я не буду пока покупать, но я их хочу. У тебя там не появилось нового, нет? Avance! О, Pursue the finest booty you've ever что seen. это? Инферальный светильник. Но я не буду пока трогать. Ой, а что это? Смотри, там внизу что-то есть. Я раньше это видела или нет, не помню. Что это? А где? Нововведение в тюрьмах. Говорят, теперь тюрьмы где? Строгого режима похожи на концлагеря. Так ли это? Коралловые рифы умирают. Всему виной небывалый уровень загрязнения и повышения кислотности Мирового океана. Предотвращена биодиверсия, из-за которой могли исчезнуть популярные сорта картофеля. Слава нашим секретным агентам. Офицер полиции арестован за насилие над членом семьи. Офицер Могиленко арестован, но почему только сейчас? Какой скандал? Вопиющий случай покрывательства в рядах полиции. Знаменитый мастер подделок найден мертвым у себя дома. Полиция считает это дело рук бандитов. Делай свою работу. Какой счастливый день, не так ли? Вот, зря они считают 13 несчастливым числом. Зря. Вся эта нумерология давно устарела. Сегодня же самый обычный день, такой же, как и все прочие указания на день. 3 человека должны умереть. Убей всех, кто имеет отношение к религии, и пощади всех, кто связан с актерским искусством. Что за... Извините. Как я должна это сделать? Она мне испортила все. Всю... Она... Ты серьезно? Прекрасно. А как я должна делать работу, когда у меня нет нифига? Извините, мисс Кошка. Кошка усаживается на стол и начинает увлеченно чесать за ухом. Ты случайно не знаешь, куда делись мои анкеты? Кошки нет дела до вашего смущения, на пару секунд он замирает, затем вновь продолжает себя вылизывать. Я думал, мы с тобой друзья, киса. Прежде чем кошке удается ответить, раздается пронзительный металлический звон. Это телефон, вы слышите знакомый голос. Hello? Hello? Lady Poddington, is Grim there? Жнец здесь. Кошка рассеянно мяукает. Oh, goodness. Святые кости, мне уже доложили, жнец. Я понимаю, твоя работа бывает очень нервной, и порой нелегко принимать решения. И чё? Но ты не можешь спасать всех. Хоть ты и не в состоянии предвидеть последствия, они будут, причем серьезные. Но ведь у тебя есть я, доверяй мне, так будет лучше для всех, ты меня понял? С моими анкетами что-то случилось, они пропали. Сказал, кошка стащила мои анкеты. Неважно. Знаешь, в чем заключается твоя работа, жнец? Я нижайше прошу, относись серьезно к своим обязанностям. Равновесие нельзя нарушать. Надеюсь, вам не придется возвращаться к этому разговору. Думаю, прежде чем что-то сделать. На этом все. Очень мило, киса. Увы, кошка уже уснула. Она тихонько мурчит, вполне собой довольная. Ничего не остается, кроме как покинуть кабинет. Ты нормальная вообще? Зачем ты мне малину портишь? Нормально же все было. В смысле 0 денег? У меня из-за тебя деньги потратились. Точнее, нету. Зарплату дайте. Оу. Что-то напевает. Сфокусируемся на морфологии. Some reclassification of the framing stratum. I should have known. Scaffolding of the antediluvian complex. Oh, maybe. Окей.
Это вы, я видел, вы были в подвале. Не знаю, как, на мой взгляд, проник через перекрытие, я вас увидел. Какая дивная наблюдательность. Да, юная исчадие, там в глубинах бездны меня ты видел. Я главный смотритель архива бездны, архива, где собраны знания по всем сущим. Мне удалось классифицировать лишь малую толику этих знаний, и все сущие весьма обширны, ты это знаешь? Представляю. Едва ли ты в силах себе это представить. И все же, мне кажется, ты далеко пойдешь, юный жнец. Я расскажу тебе один секрет. Понимаешь ли, архив разумен. Он стал таковым миллиарды лет назад. Большинству из нас трудно постичь его глубины. Славные были деньги, и мы с Роком тогда были молоды. Два здоровых балбеса. А архив был маленьким тогда. Но очень скоро он начал расти и расширяться. Рок, когда ты был молодым, сколько же вам обоим лет? Эй, не отвлекайся, у меня есть четкое представление о том, как должна идти эта беседа, а ты сворачиваешь не в ту сторону. Обо всем по порядку, слышишь? Итак, архив расширялся. Архив живой? Архив шепчет, шелестит, меняется, поет. В какой-то мере, да, он живой даже. Разумный. Мы не могли этого предвидеть, но архив пробудился. Он стал некой особой сущностью. Что ему нужно? Вроде ничего особенного. Он просто работает, растет, расширяется. 3R. Как ваши сотрудники ориентируются в архиве? It wouldn't be wise to stumble into the archive without an escort who understands the territory. Space folds, becoming labyrinthine. One can get lost. I know, I've misplaced a few interns in this manner. Бедняги, никто не знает, что будет, если там потеряться. Возможно, они не мертвы, хотя мы говорим о работниках канцелярии, которые и так не очень-то живы. Супер. Ноги моей не будет в этом архиве. Не-не-не, круто, я хочу побывать в архиве. Убивайте туда могут лишь сотрудники архива. О, я слышу его зов и должен идти. Надеюсь, ты остался доволен нашей беседой. А тут я могу поговорить с обоими. Ну, то есть с этим же могу сейчас. Ты тоже жнец? Я исчадие 47, а тебя как зовут? А нам не обязательно носить номера вместо имен? Раньше я был 142-м, но потом мне захотелось получить другое имя, более запоминающееся. Я хотел выделиться, понимаешь? И ты сам себе имя выбрал? Я не думал, что так можно было. Не так уж это и здорово, как кажется. Так, что с тобой происходит? Ты знаешь, что такое эффект бабочки? Да. Что если я как-то бабочка, взмахну крылышками, а потом из-за этого погибнут миллионы людей в жуткой агонии? Странные у тебя метафоры, но да, думаю, так оно и есть. Не хочу, чтобы это было на моей совести, это просто невыносимо. Если бы только это, на прошлой неделе кто-то взял мой степлер, положил кружку с клубничным желе. И как ты его вытащил? Перенервничал, попробовал съесть желе, чтобы достать степлер. Ты не представляешь, чем все кончилось. Я сломал зуб, а желе оказалось таким липким, что у меня до сих пор часть костей склеены. И это еще не все. В прошлом месяце меня заставили работать в отделе по вопросам собак. А ведь я люблю собак. У них есть отдел по вопросам собак. И для всего есть отделы. Ты что, еще не понял этого? А в отделе по вопросам собак те еще мерзавцы работают. Это ужасно. Страшно даже для мертвеца. А еще раньше кто-то надул у меня дома кучу шариков, забил ими всю комнату. Что в этом плохого? Это был кошмар. Ведь каждый из шариков мог лопнуть в любую секунду. И они лопались медленно, один за другим, а я все пытался заснуть, да не мог. Ты знаешь, чьих это рук дело? Я думаю, это... Они зовут его Ланс Молотильщик. Ланс Молотильщик? Ну да, у них только разговоров о том, какой Ланс Молотильщик крутой, о том, как здорово с ним тусоваться, о том, какой он потрясный и умереть не встать. О том, как он искрометно шутит, какие безумные выходки устраивает. Этот Ланс заводной парень, как я погляжу. Честно, я вообще не понимаю, что такого особенного в этом Лансе. В общем, я решил все ему высказать. Я пришел, сказал ему в лицо, что не такой уж он исключительный, что мне нет никакого дела до его тупых шуток. И что было потом?
Я знаю, что Ланс просто сказал: «Эй, будь проще и сделай стойку на руках». Сделал. Прямо на офисном столе. Все стали выкрикивать его имя. Какой оригинальный ответ. После этого случая он стал надо мной издеваться. Почему ты думаешь, что это он? Этот кретин весь стол мне исписал, здесь был молотильщик своим маркером. Как, по-твоему, мне быть, а, мистер Решала? Понятия не имею. Но ты не можешь опускаться до его уровня, надо найти какое-то взвешенное решение, давай. Знаешь, ты прав, в конце концов, я не кто-нибудь, а Фрэнк Уилтон. Я напишу Лансу записку, положу ему на стол, жестко дам понять, что я недоволен его поведением. Прямо сейчас займусь этим, спасибо. Но мне кажется, это не поможет. Ну да ладно. Прошло 2 недели, тебя до сих пор не развоплотили, молодец. Знаешь, я тут думала, и может ты мне объяснишь, я имею в виду сам процесс. Как ты делаешь выбор? Как ты выбираешь, кто будет жить и кто нет? Я внимательно читаю инструкции, потом также внимательно анкеты. Твое усердие и внимание где-то для многого стоит. Все это отнимает кучу времени, да? Не так уж и долго я приноровился. Ты-то приноровился, но так ли хороши остальные? О, не бери в голову, просто я не доверяю процессам, в которых правая рука не знает, что делает левая. Ну ладно, позволь задать тебе еще один вопрос о твоей работе. Люди, чьи анкеты ложатся тебе на стол, ты думаешь о них? О том, что с ними станет после того, как ты примешь решение? Я помню о них, но что сделано, то сделано. Тебя это не беспокоит? А вот меня беспокоит. Страшно подумать, что стало бы со мной, будь я на твоем месте. Осталось бы я собой или нет. Я представляю дерево принятия решений, доводы, причины, последствия, что тянутся в бесконечность сквозь время и пространство. Что ж, спасибо, что ответила на мои вопросы. Я много узнала. Могу чем-то помочь? Леди Мурсингтон, ты о ней что-нибудь знаешь? Кошка Рока. Пушистая милашка, да? Постоянно трется рядом, ищет какую-то пакость устроить. Она и к нам иногда заглядывает, я даже скормила пару кусочков. Я этой Кесси не доверяю. Да как ты можешь? У нее такие большие глазки, такая пушистая шерстка. Она просто прелесть. Хорошо, что она есть у Рока. Ему ведь миллионы лет, если не больше. Как ты живешь так долго, это сказывается на психике. Кто-то связался со мной через анкету. Правда? И что этот таинственный кто-то хочет? Просил меня убить всех, чьи анкеты пришли. И что ты? Не могу сказать, это может быть опасно. Да, ты и так мертвая, чего тебе бояться. Знаешь, тут я вряд ли что-то могу посоветовать. Я не в курсе интриг, что плетутся в канцелярии. Я лишь держу этот бар, вот и все. Расскажи об архивариусе. Ты про главного смотрителя архива? Он работает внизу в подвале под лавкой Мортимера. Я еще не встречала никого столь помешанного в порядке планирования. Впрочем, наверное, положение его обязывает. Думаю, вы могли бы поладить друг с другом. Черт, много для этого и не надо. Просто следуй инструкциям, храни равновесие, ну, ты понял. Может, тебе вообще перевестись в архив работать? Может, и правда стоит. О, да я шучу, вряд ли так можно. Архив бездны, мрачный, полон ужасов, да и войти туда не так-то просто. Не выпить. Молочка. До дна. Ну, я пойду. Да, все, я закончила с тобой. Минус 100. Ну да ладно, ничего страшного. Давайте на этом закончим. Спасибо вам, ребята, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.